you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые 24-драйверные квадбридные внутриканальные наушники от компании Geekvolt стоимостью $198. И приходят они в большой по габаритам коробке, выполненной из кожи с очень минималистичным оформлением. Не только тут на лицевой части имеется лишь логотип компании, а вот тут сзади уже было указано название этой модели GK260, и за звук в этих наушниках отвечает крайне необычная связка из двух динамических драйверов, 4 арматурных излучателей, 4 пьезоэлектрических драйверов, и завершает все это дело 2 планарных драйвера. И согласитесь, друзья, все это уже звучит супер безумно и сразу же привлекает внимание. И прям таки хочется спросить, а что же в итоге из всего этого получилось? И на этот вопрос вы определенно найдете ответ в моем обзоре. Но чувствительность составляет 108 дБ, и они получили сопротивление 20 Ом. И на раскачку эти наушники будут довольно средние. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Гарантийная карточка. Небольшой фирменный кейс для хранения наушников. Ну и 3 набора силиконовых амбушюр. Эти наушники довольно крупные и были выполнены полностью из темной, но слегка прозрачной смолы и имеют очень приятное абстрактное оформление лицевых панелей, где на левом наушнике здесь было указано название компании, а на правом модель этих наушников. Но вот здесь располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом имеется первое небольшое отверстие для компенсации. А вот тут была указана маркировка канала и располагается второе отверстие для компенсации. И тут уже будет несложно догадаться, что проблем с драйвер-флексом у этих наушников нет. Но звуковод тут имеет длину около 5 мм, диаметр 6 мм, а еще он получил слегка выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. Но и несмотря на довольно крупные габариты, сидят эти наушники в ушах прям отлично. И тут вопросов у меня никаких нет, поскольку у них и звукоизоляция отличная, и посадка очень комфортная, и пользоваться ими длительное время можно без каких-либо проблем. Да и стоковый кабель по качеству вполне неплохой, разве что вот может он немного путаться. Но в целом, как по мне, это не столь критично, поскольку при желании вы всегда можете купить какой-либо другой и даже куда более серьезный и подходящий аудиофильский кабель на ваш бюджет. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики квадбридных наушников Geekvolt GK260. И первое, что здесь мы видим сразу, это очень уверенное усиление низких частот на 11 дБ с довольно плавным переходом к области нижней середины с небольшим ее уплотнением. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено намного меньше, чем на моем таргете. Поэтому эти наушники сразу звучат очень нейтрально, тепло и спокойно, и вообще без какой-либо утомительной агрессии или излишне подчеркнутого вокала. А вот высокие частоты здесь безусловно не бьют каких-то рекордов по своей продолжительности, поскольку они начинают уже плавно затухать после 10 кГц. И честно, для такого огромного количества драйверов мне бы все же хотелось здесь видеть результат куда получше. Хотя отмечу, что все же не все так плохо, как может вам показаться на первый взгляд. Поэтому давайте не будем терять время и лучше обсудим, как все это будет ощущаться на практике. Низкие частоты подаются достаточно мощно и сразу формируют очень теплый, насыщенный и даже слегка пышный характер звучания. Это точно не тот бас, который пытается удивить вас там своей какой-то безумной аналитичностью или максимально вылизанной текстурой, а наоборот здесь акцент сделан именно на массу, объем и ощущение физической вовлеченности в музыку. Сам бас здесь ощущается глубоким и довольно плотным, он создает хорошую основу и добавляет звуку
приятной тяжести снизу, но при этом сам характер баса здесь получается скорее мягкий и обволакивающий. И именно из-за этого подача текстуры немного сглаживается, а затухание ощущается чуть более затяжным. И низ в целом воспринимается не супер каким-то быстрым или идеально собранным, а наоборот более таким расслабленным и в какой-то степени музыкальным. Но зато вот мид-бас здесь прям реально качает. Все удары подаются массивно, с хорошим панчем и очень приятной энергетикой, особенно на электронике, там хип-хопе и вообще в целом любой музыке, где важен ритм и ощущение движения. И бас тут буквально наполняет подачу объемом и создает то самое чувство вовлечения, когда вам просто хочется двигаться в такт музыки и просто получать удовольствие от общей атмосферы. В общем, низкие частоты получились прям очень насыщенными, панчевыми и обволакивающими, с хорошей массивностью и приятной энергетикой, что отлично подойдет для расслабленного и по-настоящему драйвового прослушивания какой-либо современной музыки. А вот средние частоты подаются достаточно насыщенно и в меру эмоционально, а весь характер середины здесь получился очень теплый, гладкий и спокойный, и именно за счет этого звук воспринимается максимально комфортно и расслабленно, без какой-либо резкости или там давления на слух. Поэтому вокал здесь точно не пытается кричать или лезть прямо вперед в лицо, как уже у более энергичных наушников с Harman настройкой, а наоборот он тут звучит прям мягко, плавно и очень спокойно, за счет чего музыку можно слушать действительно долго и вообще без какого-либо ощущения усталости. При этом середина тут не превращается в какую-то мутную массу, потому что с прозрачностью и воздухом здесь все вполне нормально, и за счет этого инструменты звучат достаточно достоверно и живо и без какой-то там явной искусственности или странного арматурного окраса. И общая подача воспринимается очень такой музыкальной и приятной. Да, лично мне прозрачности, возможно, хотелось бы тут получить чуть побольше, особенно в плане разделения каких-то мелких нюансов там и общей воздушности, но при этом я понимаю, что для такого нейтрально теплого характера это, ребята, вполне ожидаемо и даже в какой-то степени очень логично, поскольку середина здесь ощущается именно как очень комфортная, теплая и расслабленная, с хорошей натуральностью и спокойной музыкальностью, где основной акцент сделан не на какой-то там сухой аналитике, а именно на приятном и непринужденном прослушивании музыки. А вот высокие частоты тут ощущаются как очень грамотное и правильное завершение всей подачи, потому что они здесь максимально зрелые, спокойные и естественные. Это точно не яркий, не резкий верх, который пытается постоянно вытаскивать все детали на передний план или утомлять вас какой-то излишней энергией, а наоборот здесь все было сделано очень плавно, мягко и комфортно для слуха. И за счет такого характера высокие частоты не воспринимаются какими-то супертехничными или безумно детальными, где вы начинаете прям слышать каждый мельчайший нюанс записи с какой-то там нереальной хирургической точностью. Но при этом информации здесь вполне хватает, чтобы звук не ощущался каким-то глухим или слишком темным. Верх остается чистым, аккуратным и достаточно естественным по своему характеру, несмотря на использование двух планарных излучателей. И самое главное, что вся эта подача вообще не утомляет. Нету колкости, нету какой-то неприятной резкости на сибилянтах и нету ощущения давления на слух даже при длительном прослушивании, поскольку высокие частоты здесь просто спокойно и очень гармонично дополняют общий баланс этой модели, сохраняя ту самую расслабленную и очень музыкальную атмосферу. В общем, верх воспринимается как комфортный, плавный и зрелый, где основной акцент сделан не на какой-то там сухой техничности, как у более ярких и светлых моделей, а на естественности и удовольствии от прослушивания музыки. Ну и звуковая сцена получилась точно не слишком широкой, а скорее слегка интимной и более сфокусированной уже на глубине подачи. Здесь нет ощущения какого-то огромного пространства или попытки там как-то искусственно раздуть сцену ради какой-то показательной эффектности, а наоборот звук тут подается более близко и вовлекающе, за счет чего музыка ощущается очень цельно и комфортно. И основной акцент здесь определенно идет именно на глубину, за счет чего передние и дальние
дальние планы ощущаются вполне неплохо, а сама сцена воспринимается не плоской, а достаточно объемной и живой для своей ценовой категории. При этом звук не разлетается, так скажем, по сторонам, а сохраняет хорошую собранность и цельность общей картины. Да и разделение планов здесь тоже вполне достойное, как для этого бюджета. Инструменты тут не сваливаются в какую-то одну массу, и между ними сохраняется оптимальное пространство, и музыка за счет этого читается более комфортно даже на более насыщенных и реально тяжелых композициях. И в итоге сцена здесь ощущается очень естественной и приятной по восприятию. Она не пытается удивлять вас какими-то рекордами по масштабу, а просто создает комфортное и немного интимное пространство с хорошей глубиной. Ну а вывод у меня получился таков. Geekvolt GK260 это крайне необычные квадбридные наушники с очень нейтральным и теплым звучанием и очень любопытной и фановой настройкой. Да, они получились точно не самыми детальными и сверхтехничными в этом бюджете, но зато они смогут порадовать всех любителей той самой обволакивающей, комфортной и максимально музыкальной аналоговой подачей, которую просто хочется слушать часами и без какой-либо усталости. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.